Привет, я Эль, художник-дислексик, путешествующий по жизни. Сейчас я еду в Сочи. Это необычное для меня путешествие, а рабочее. Я еду давать лекции по комиксостроению, и я счастлива. Кусочек моей мечты преподавать и путешествовать сбывается. Прекрасные виды холодного Черного моря открываются из поезда «Ласточка». 4 часа, и я в сидячем вагоне из Краснодара попадаю в Сочи, а точнее в Имеретинку. Да, начало видео я решила сделать таким спокойным, разговорным, но экшен скоро начнется. Не переключайтесь. Как вы видите, побережье Сочи пустое, никто не купается, хотя сейчас май. И в обычную весну, в середине мая, пляжи уже усыпаны людьми. А в этом году весна холодная. Везде холодная. И на юге тоже. Виды из окна открываются просто великолепно. Окно как огромная оконная плазма, показывающая мир. Вот мы проезжаем уже знакомый храм. Его я снимала в прошлых выпусках. Мой приезд в Сочи. Кстати, это было совсем недавно. Там я показала даже внутреннее убранство этого храма. Я решила сделать серию коротких роликов, а это значит, что мы с вами на этой неделе встретимся еще не раз. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте ролики. А если вам не приходят уведомления, заходите на канал на этой неделе почаще. И снова здравствуйте! Я снова в Сочи! Я снова у Оли! А дальше вы узнаете, где я буду жить. Это секретик пока. Да-да-да, меня туда даже не пустят. Да ладно. Да. Красота! Снова Сочи, снова красота! Ты привыкаешь к этому виду? Слушай, до сих пор я недавно поняла, что еще нет. Еще не привыкла, да? Еще не привыкла. Каждый день удивляюсь. Я такая выхожу. Горы! Самое королевство. Я приехала в Сириус, образовательный центр. Ура, ура! Снова лекции, снова приключения. Это супер! А там Сочи парк. И замок, где живут прекрасные принцессы. Я приехала на 8-й этаж, куда селят преподавателей. Вот по такому длинному коридору я прошла. И вот мой номер. Так, откроем его вместе с вами. Странно. Как всегда. Ну вот, наконец, с 4-го раза получилось. Открываем. О, сейчас сделаю вам обзор. Так, ну что, друзья, обзор, рум-тур моего номера. Так, вид из двери. Здесь у нас огромный шкаф. Всякие щеточки, всякая всячина здесь есть, стирочка. Дальше. Вещи мои. И даже шкаф с подсветкой. Бананы мои. Все остальное здесь было. Чайник, чашечки, кофе, сахар, 2 стакана и всевозможный чай. Сейчас мы чаем как раз и воспользуемся. Эта дверь не открывается, я уже проверила. Рабочая зона. Кстати, удобно. Можно сидеть
заниматься, рисовать, поставить ноутбук. Зона для того, чтобы пить чай по утрам. Так, вернись, пожалуйста, сюда. Фокус. Фокус, фокус. Так. Вот. Кресло и лампа большая. И огромная кровать. В общем, я сделала на самом деле обзор номера. Но я вышла на балкон и стала снимать вид из окна. А вид из окна охрененный. А оказывается, здесь какая-то важная делегация приехала. И выходить на балкон нельзя. Снимать ничего нельзя. Ко мне постучались в номер, попросили удалить этот файл. Блин, настроение сразу прям попортилось. Сразу. Потому что я так с таким восторгом показывала вам номер, снимала эти виды. Это пипец. Ладно, сделаю вам сейчас второй раз обзор. Без вида из окна сегодня. Сказали, завтра снимайте все, что угодно. Сегодня нет. А я люблю снимать, знаете как, чтобы пришел, пока номер я еще не засрала, не разложила еще свои вещи, снять, какой он красивый. И вид из окна тоже. Но вид из окна... Так, сколько раз я сказала вид из окна? Я покажу вам завтра уже. Так, с другой стороны от балкона номер выглядит вот так. И пойдем с вами вот сюда. Санузел. Это, наверное, не то. Ну, что-то на свет не работает. Все понятно. Вот. Значит, и санузел должен заработать. Вот он. Ванна. Я. Товарищи, здравствуйте. Халат, тапки. И у нас здесь косметический набор, расческа, зубной набор, лосьон для тела, гель для душа, шампунь, кондиционер в 2 экземплярах. Также у нас есть губка для тела в двойном наборе просто. Мыло и антисептик. Фен. Сколько полотенчиков. И вот еще набор. Перед лекцией я решила помедитировать и освоиться в пространстве. Сириус – это образовательный центр, или его еще называют образовательный фонд. До того, как я попала по приглашению провести лекции и мастер-классы, я о Сириусе не знала ничего. Здесь развиваются 3 направления – спорт, наука и искусство. Вот смотришь, такое прям крутое кресло, а присматриваешься поближе, оно все ужасно выглядит. Волосатое, все какое, как будто бы из каких-то подкладки или салфеток сделано каких-то. Материал безумно дешевый. По крайней мере, выглядит. Вот здесь еще сохранился он. Вот здесь, смотрите, видите, он должен быть таким, типа пушистым. К чему это приводит? Вот к этому. Так, ну что, я выгляжу вот так на первой лекции. Не стала одеваться вычурненно, ярко, простенько так, коричневая, как какашка, костюм какашки. Комиксный. Господи, как хорошо, что меня не смотрят ученики.
год. Кеды здесь, кеды тут. Пошли на ужин. На ужин пойду, сейчас хожу. Прогуляемся с вами так, как я хожу до лекции. Пройдемся с вами по коридорам учебного центра. За 24 дня дети получают 120 часов профильного образования у лучших преподавателей России. Для того, чтобы попасть на программу, нужно уже много знать и приложить усилия. Дистанционно объявляются критерии отбора со всей России. Должно быть только желание у ребенка оказаться в Сириус-центре. Конкурс достаточно большой. Главное, ребенок сюда может попасть совершенно бесплатно, независимо от семьи, проживания и достатка семьи. Есть направления: наука, химия, физика, математика, биология, информатика и проектная деятельность. В направлении искусства это балет, музыка, живопись, литература. В направлении спорт – хоккей, фигурное катание, шахматы. Есть образовательный комплекс и комплекс для проживания. Такие центры должны быть по всей России, я так считаю. Я больше чем уверена, что по всей России талантливых детей намного больше, чем тех, кто может попасть в образовательный центр Сириус. Многие даже не знают о такой возможности. Да, ему сейчас кулер где-то здесь должен быть. Я сейчас, да. Вас вот так еще сниму. Отлично! Ну а вечером самое время поработать. Порисовать, выполнить заказ и помонтировать видео. Встретимся с вами в следующих видео достаточно быстро, на этой неделе. Совсем-совсем скором будущем. В следующих видео мы прогуляемся с вами по территории Сириуса центра. Встретимся с Юлей. Здравствуйте, Юлия! Я бы хотела померить платье у вас. Подберите мне, пожалуйста, платье. Здравствуйте, Эль. Посетим водопады. Ну вот, смотри. Ага, поняла. В принципе, хочется издалека, знаешь, это мощь. И потрясающую, опасную старую дорогу до Красной Поляны. Местные ее именуют «Упаси Господи» или «Принеси Господи». Да, пошли быстрее в укрытие. Начинается дождь. Только что... О, вот еще укрытие. Доедем автостопом на Красную Поляну, и будет еще очень много всего интересного. Поэтому не переключайтесь и подписывайтесь на канал. От сердца к сердцу. Пока!